Итак, преступление совершено. На первый взгляд сплошной хаос, но за всей этой суматохой скрывается настоящая наука. Давайте разберемся, как следователи, будто по нотам, превращают беспорядок в железные доказательства. Представьте себе место преступления. Сирены, паника, каждая секунда на счету, ведь улики, они же буквально тают на глазах. Кажется, что зацепиться совершенно не за что. Так с чего же начинают профессионалы, когда вокруг сплошная неразбериха? Оказывается, даже у хаоса есть своя инструкция. И начинается все, конечно же, с места преступления. Мы все привыкли к образу такого детектива-гения из кино, который полагается только на свою интуицию, правда? Но в реальной жизни в основе работы лежит не какая-то догадка, а строгая, почти научная система. Профессионалы называют это криминалистическая методика. Звучит немного сложно, но по сути это как подробный сборник рецептов для расследования. Для каждого типа преступлений свой рецепт. Он подсказывает, какие ингредиенты, то есть улики, искать и как их готовить, проводить допросы, экспертизы и так далее. Это, по сути, пошаговая инструкция, которая направляет каждый шаг следователя. Но чтобы выбрать правильную стратегию, следователю для начала нужно понять, с чем вообще он имеет дело. Поэтому первым делом создается детальный портрет. И нет, не преступника, а самого преступления. И вот этот самый портрет преступления имеет свое научное название — криминалистическая характеристика. Это фундамент, на котором, собственно, и будет строиться все расследование. Что же это такое? Ну, если совсем просто, это такая научная база данных, которая описывает типичные признаки для каждого вида преступлений. Она основана на анализе десятков тысяч уже раскрытых дел. И она помогает следователю понять, что искать, какие вопросы задавать и какие версии стоит проверить в первую очередь. А вот из чего состоит этот портрет. Посмотрите, как системно раскладывается любое преступление на составные части. Анализируется все. Место и время, способ совершения, оставленные следы, а также типичные черты личности как преступника, так и жертвы. И самое главное, каждый из этих элементов связан с другими и дает ключ к разгадке. Так, теперь мы знаем, что анализируют следователи. Давайте посмотрим, как они это делают. Весь процесс расследования очень четко делится на 3 последовательных этапа. Сначала первоначальный этап. Его еще называют «золотые часы». Это настоящая гонка со временем, чтобы спасти ускользающие улики. Затем наступает основной, самый долгий этап. Это методичная проверка версий и сборка дела по крупицам. Ну и в финале заключительный этап, где весь этот огромный массив информации превращается в стройное, готовое для суда дело. Вот эта цитата, по-моему, отлично описывает главную сложность начала любого расследования. Информации почти нет, а каждое мгновение на счету. И вот именно здесь та самая методика и спасает. Она позволяет действовать максимально эффективно даже в условиях полной неопределенности. Ну что ж, давайте от теории перейдем к примерам и посмотрим, как эта схема работает на практике в совершенно разных, казалось бы, ситуациях. Давайте просто сравним расследование убийства и мошенничества. На первый взгляд, это же 2 разных мира, правда? В одном случае следователи ищут кровь, ДНК, отпечатки пальцев, в другом изучают поддельные контракты и банковские переводы. Но в основе-то лежит одна и та же методика — анализ способа, следов и личности преступника. Просто она адаптирована под конкретный вид преступления. Вот вам конкретный пример одного из элементов криминалистических характеристики. Статистика показывает, что от 85 до 90% убийств совершаются мужчинами. Эта информация, конечно, не указывает на конкретного человека, но она очень помогает сузить круг поиска и проверки версий на самом начальном этапе. А теперь давайте посмотрим на профиль мошенника. Картина совершенно иная. Здесь на первый план выходит уже не физическая сила, а интеллект, образование и умение входить в доверие. И это знание помогает следователям понять, где искать подозреваемого и как он, скорее всего, действовал. Вся эта огромная аналитическая работа ведется не просто для того, чтобы найти виновного. У нее есть вполне конкретная, очень четкая юридическая цель. И вот здесь, пожалуй, ключевой момент. Найти подозреваемого — это только полдела. Главная задача — доказать его вину в суде так, чтобы у правосудия не осталось ни малейшей тени сомнения. Для этого следствие должно железобетонно ответить на несколько обязательных вопросов, которые юристы называют предметом доказывания. Что именно произошло, кто виновен, почему он это сделал, какой ущерб нанесен. И ответы на все эти вопросы должны быть подкреплены стопроцентными доказательствами.
И получается, что все, что делают следователи, подчинено одной цели — шаг за шагом, методично, выстроить прочную, несокрушимую стену доказательств, которую невозможно будет опровергнуть в суде. И это подводит нас к финальному вопросу. Может быть, то, что мы привыкли называть гениальной детективной интуицией, на самом деле это просто глубокое знание и мастерское применение вот этого самого научного руководства. Руководство, которое превращает профессию следователя из искусства в точную науку.